И при этом он говорит, что сделает все, чтобы мы были вместе. На что я отвечаю: поживем, увидим. Чего ты говоришь, что это похоже на свидание? Чего ты не можешь сказать, что да, это свидание? Камера. Ну, камера, пофиг. Хорошо, мы с тобой позавчера мило сидели в машине. Ну, после Черномора. Это же было не для камер. Но это и не было свиданием. Что тебе больше всего запомнилось в этом сезоне? Как тебя еще? Расскажи. Мы делали все, и мы являлись теми, кем мы действительно являемся. Вы кайфуете, у вас разные характеры, вы ссоритесь, но все равно между нами прогорает какая-то искра, и вы охуенны. Без вопросов. Я думаю, мы еще много вместе сделаем. Спасибо. Спасибо за сезон. Это было классно. Спасибо, Фил. Все, поем? Да, давай. Погнали. Ребят, вот на самом деле цените каждую секунду своей жизни. Каждый момент. Неважно, плохие они, хорошие. Это все вам дает только опыт. Здесь мы набрались столько всего, я вам даже описать этого не могу. У меня совершенно как-то мир перевернулся в другую сторону, у меня новые эмоции, новые ощущения. Я даже не знаю, как это передать. Это просто надо прочувствовать. И если у вас когда-нибудь будет такая возможность, пожалуйста, делайте все для того, чтобы ваши желания сбывались. Больше всего, конечно, мне запомнилось начало. Оно задало планку всему сезону. И вот это вот, как Ева ворвалась, до сих пор помню этот момент, как мне было тяжело и, с другой стороны, облегчение, потому что она узнала правду. Черная посуда нас в хрущевке сбоя. Кто мы, откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут, объясните теперь нам, актеры, почему я не достигну. XO Team представляет. Да, ребят, это последняя серия нашего реалити. Но не спешите расстраиваться, на ютубе появился новый канал Глазунья. И пока мы думаем о втором сезоне, мы предлагаем вам перейти на канал ребят и посмотреть, что у них там нового. Кстати, ведущий там Саша Новиков, вы точно видели его в рекомендациях. Да, это мой друг, он еще снимался в Ералаш, очень клевый парень. Он ходит в гости к различным блогерам и тиктокерам и узнает все самое интересное, все то, что вы хотели узнать. Обязательно переходите, подписывайтесь на канал, потому что совсем скоро они проведут день со мной. Это будет очень интересно, я расскажу всякие секреты о нашем реалити. А пока вы можете посмотреть другие выпуски с другими блогерами. Например, Амирка рассказал много подробностей о его жизни в Хайп-хаусе. Еще там снялись Иса с Максом. Обязательно посмотрите, очень много интересных выпусков. Переходите, подписывайтесь на канал и перейдем к реалити. Слушай, у меня вопрос. Да. Посмотри, я посмотрел фаны, и ты там говоришь... Какие? Ну, твои какие-то. Просто случайно, типа, я материал смотрел, и на каких-то фанах ты говоришь, что, типа, что ощущение есть, что Герман думает, что он может перед Евой как-то извиниться своими, типа, киндерами. Вот это ваш прикол? Не, это не только ощущение, это уже факт. То есть у тебя это настолько получилось, что ты всего лишь такими глупостями, как подарочки в виде еды. Смотри, я кучу раз Еве сам это дарил. Знаешь почему? Потому что я хотел, я просто ехал в дом и думал, так, я себе беру лейс розовый, она тоже любит лейс розовый, я просто ей беру. Не потому, что я перед ней провинился. Я тоже ей говорю, что я не из-за того, что провинился делал. Да, но ты раньше этого не делал никогда. Да. И сам ты мне об этом говорил, типа, да. О, ничего себе, ты так здорово внимателен к деталям, что ты можешь взять и купить ей эти вот сырцееды, которые она любит. А я тебе всегда говорил, а почему ты не можешь? У меня была причина, ты же знаешь. Это отмазка. Это не отмазка, это причина. Ты не веришь, правда, что это причина? Я не хочу хорошо водить велосипед по той причине, что я еще не забыл свою предыдущую машину. Вот я свою машину водил, а велосипед пусть стоит в гараже, пылится. Нет, если ты завел себе новый аппарат, то будь добр к нему тоже относиться так же классно. Либо не морочь мозги этому аппарату, этому велосипеду, и скажи, велосипед-то мне не нужен, я хочу продолжать ездить на машине. Но если вдруг для тебя это что-то новое, настолько же серьезно, как та машина, то машину ту поставь навсегда в гараж и на новый езди. Так я поставил. Когда камень оказался у Стёпы, я подумал, он мне его сейчас даст,
И это будет для меня очень символично, потому что именно Степа впервые про меня сказал так, как мне было крайне приятно услышать. Он сейчас не понимает, о чем я говорю, наверное. Я вспоминаю кухню. Нет, потому что я очень большое внимание отдаю словам. И не только тем, которые я говорю, а еще те, которые говорят другие люди. И недавно мы были на Black Star картинге. Пашу, привет. Спасибо за приглашение. И в конце нужно было сфотографироваться всей командой. И я стоял сбоку, и Степа мне сказал: а ты чего там стоишь, иди сюда. И я говорю: точно, ты уверен? И Степа сказал: да, ты же часть семьи. И это было так офигенно. Спасибо. И поэтому я хотел именно от него принять этот камень. Но спасибо, Макс, что хотя бы справа я его получил. Я очень кайфанул от того, что я, волнуясь принимать участие в реалити-шоу, по той причине, что я никогда не был ни на одном реалити-шоу, из-за того, что всегда воспринимал это как что-то очень фейковое. Я кайфанул с того, что в нашем реалити-шоу на первом месте действительно реальность. Это было крайне неожиданно. За это я считаю огромный респект Еве, которая начала этот сезон именно так. Потому что если бы у нас не было такого экспрессивного, взрывного начала, такого честного, и той фразы, которую она сказала: «Стас, я сейчас достаточно не фейковая», для меня с этой фразы началось... А тут смотри что. Мы идем по дорожке, которая находится прямо вот тут, вот рядышком. И мы идем, начинаем разговаривать, все как обычно. То есть опять одна и та же тема. Что тут? Ну-ка посмотрим. Значит, раз сыр копченый, два сыр копченый, три сыр копченый. Да, я знаю, но мы не заехали. А Липтон еще твой любимый. Да. А еще чипсы с чем? С крабом. И что еще? И нутелла. Ну что, будешь Липтон? Давай положим цветочек. Можно тебя? Спасибо. Я бы хотел, чтобы мы с Евой просто делали друг друга счастливее, радостнее, и каждый новый день проживали еще круче, интереснее, и помогали друг другу, потому что мы всегда помогали друг другу, и эти 1,5 года реально. И я, и она мне очень-очень помогали, поэтому хотелось бы, чтобы это было еще больше, и хотелось бы, чтобы мы дарили друг другу радость, и это было взаимно. В смысле? Я все подготовил. Ты приготовил? Прям приготовил. Ну что это и не я. Но я попросил заехать, потому что я не мог. Что ты еще приготовил? Ты просто придумал. Я все придумал. Пледы, все. Ну, ты еще убедишься в том, что я не для камер после съемок всех. Реально убедишься. Не думай, что это я там ради извинений или чего-чего. Я знаю, что тебе хотелось что-то такое. Хотелось. Да? И это не последний раз. Поживем, увидим. А? Поживем, увидим. Согласен. Вижу плед, вижу всякий сыр копченый, который я люблю, Липтон, всякое милое. Нашу лампу, которая воткнута в камне, чтобы был снег. Ой, снег, свет, господи. И я вообще это не заметила, и Гера говорит: ты серьезно это не заметила? Я говорю: ну да, потому что эта лампа похожа на фонарь. А ты не замечала до последнего момента, когда шла сюда? Или увидела? Я вообще не видела. Ты эту штуку не видела стоящую? Ты подумала, что это просто лампа достоит? Да я думала, это какой-то фонарь сделали. Ну, он реально выглядел как фонарь. Ну, типа, это отель, и как бы, ну, тут везде фонари, и я как-то не обратила даже внимания на то, что что-то есть. И с первого сезона X Live на заставке говорил, что он всегда говорит правду в глаза людям, и их это даже бесит. Вот. А в этом сезоне, ну, не просто я говорю правду в глаза, просто все на правде построено, и никогда такой искренности не было. На самом деле, в основном только хорошее сейчас происходит в моей жизни. Очень много за это время решилось вопросов по нашему лейблу, который совсем скоро запускается, который уже запустился. Я думаю, что шоу получилось, оно получилось таким, каким никогда не были наши серии других наших реалити и сезонов. И это просто невероятно, потому что получилось максимально искренне, максимально честно. И никогда мы не были настолько открыты и близки к аудитории, хотя мы стараемся быть открытыми всегда. Но здесь мы прям показали все наизнанку. И это, конечно, ну, просто невероятно. Я очень благодарен всем тем, кто снимался в этом сезоне, и всем тем, кто работал над этим сезоном. Отдельное спасибо каждому из вас. Вы просто нереальные молодцы.
И я безумно рад, что мы сняли такое грандиозное шоу, не побоюсь этого слова. И надеюсь, что у нас будет второй сезон. Надеюсь, к этому времени, когда выйдет серия, уже будет монтирован наш фильм. Потому что я себе это пообещал, доделать наш фильм. Очень много всего происходит. Никогда столько много не работал, никогда столько много не получал новых эмоций, никогда не шел на что-то новое в таком количестве, никогда не принимал так много чужих точек зрения, перестал быть упертым бараном. Ну, короче, очень много всего хорошего. Я реально чувствую себя свободнее, я чувствую, что я могу теперь как-то жить, дыша полной грудью. И спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Большое спасибо Еве. Но сейчас реально я начинаю такую, типа, новую главу в своей жизни, в которой будет все еще более честно. И я не хочу больше вести себя так, как я вел раньше. Поэтому я очень рад этому. Ты почему-то думаешь, что я постоянно там как-то пытаюсь, не могу высказать тебе свое спасибо. Вот, но я, правда, искренне тебе благодарен за все, что ты делаешь. И, ну, реально, последние 1,5 года ты для меня очень-очень многое знаешь. Я точно стал ближе ко всем участникам. Я точно узнал, как люди раскрылись. И это очень приятно, что мы так сблизились и с командой, и с ребятами. Изменения, которые у меня произошли, я, наверное, переосмыслил немножечко. Я реально задумался о том, как я должен дальше себя вести, как я должен двигаться дальше. Окей, я сейчас уже начинаю путаться в твоих аллегориях. Свои я понимаю. Моя машина предыдущая, которую я очень сильно любил, была Мари Сен. Да, все, откладываем аллегории, идем к Мари Сен. Маш, привет. И я сейчас ее люблю как человека, но я ее отпустил как девушку. И именно из-за этого теперь я к Еве могу относиться хорошо. Типа, и я могу, типа, без напрягов делать какие-то там подарки и без такого, что я переступаю через что-то. Ну хорошо, мы знаем, что ты это можешь сделать последние 10 дней, а что будет еще через 2 месяца? Мы же вообще не понимаем Мы не этого. понимаем, и я не понимаю. И этого никто не может понять, правильно? Ну типа, как быстро тебе это надоест. Но кто это может понимать? Ну, кроме тебя, по идее, никто. Ну, я тоже не могу И понять. кроме Евы, которая тебе может этим доверять. Например, Ну, и я не типа, понимаю. поверить в то, что ты теперь навсегда к ней внимателен. Ева мне сказала, что скажи, пожалуйста, мне, если у тебя что-то изменится, ко мне сразу же. Я ей пообещал, я сразу скажу. Я так и сделал. Причем был бы смысл сказать ей сразу же изменения в обе стороны. Не только если ты к ней охладеешь, а если ты потеплеешь к ней. Еще сильнее? Еще сильнее. То есть мы все понимаем, что какие бы слова ты ей не говорил за последние дни здесь, мы все слышим, и мы все понимаем, что мы ждем, чтобы ты сказал «я тебя люблю». Что в нашем реалити-шоу на первом месте действительно реальность, а не шоу. Это было крайне неожиданно. За это я считаю огромный респект Еве, которая начала этот сезон именно так. Потому что если бы у нас не было такого экспрессивного, взрывного начала, такого честного, и той фразы, которую она сказала «Стас, я сейчас достаточно не фейковая», для меня с этой фразы началось все остальное. И продолжается до сих пор. У меня никогда в жизни не было родителей, ни в детстве, никогда в жизни я с ними не жил. И поэтому у меня очень большое лагерное прошлое. Я 16 раз был в лагерях, потому что на каждое лето меня бабушка отдавала всегда, лишь бы, хотя бы летом не кормить меня, чтобы лагерь этим занимался. И я сейчас как будто бы 17-й раз в лагере. Мы провели здесь пока сколько дней? 9 всего лишь. Я грущу на этот счет. То есть мне хотелось бы, чтобы был 21 день, потому что я именно к таким сменам привык. Но тем не менее, я реально воспринимаю это как лагерь. Безумно от этого кайфую. Привет. Что тут покупать-то? Ешь не... Все происходит точно так же, как обычные клиенты. Никакой разницы нет. Вы сейчас придете... Вы же прыгали у нас уже, да? Я, да. 207? Да. Круто. Всем привет, меня зовут Аня. Вот, кто не знает, во-первых, я не знаю, как объяснить, короче, это очень
приятно, и с другой стороны, меня очень это смущало поначалу, что вы впускаете нас, ну, типа, как в свою жизнь. Ну, то есть, реально, для меня свечка — это прям святое. И то, что вы сейчас сидите все, тут чуть ли не до слез высказываете друг другу свои какие-то переживания или, наоборот, то, что вам нравится в ИКСО и за всю эту поездку, я прям сижу такая, думаю, блин, ну, как будто я не должна этого слышать, ну, как будто это все такое личное между вами. Вот, но с другой стороны, это очень приятно, что это очень круто, на самом деле, на вас смотреть и понимать, что вы команда все-таки в первую очередь, а не просто типа ИКСО, шоу, проект. На самом деле, у многих такое мнение складывается, кто вас не знает. Вот. Так, что было плохого? Плохого, вот я тут всего 2 дня, и я вообще ничего плохого не увидела. Это нереально круто, я готова это повторять каждый день. И хочу сказать огромное спасибо, что реально позвали, что Рома написал. Голосовым? Потому что... Нет, только Гера голосовым пишет. Ром, ну почему не голосовыми, Ром? Да. Он видосики мне отправлял по пьяни. Все, исправился. Ну, единственное, то, что, типа, мне, ну, немножко все равно некомфортно так находиться, ну, прям 24 часа под камерами. Ну, типа, не знаю, я просто болтушка несусветная. Мы стояли с девочками, там, постоянно что-нибудь обсуждали, болтали. Потом Артур приходил, говорил, ну, ты и дебилка, типа, ну, это же нельзя было говорить. Я такая, блин, реально нельзя было говорить. Я просто, ну, типа, не вижу граней. Вот. Хорошее, да, все было очень круто. Типа, сегодняшний день, как мы стали с утра, поехали на яхту, потом в Сочи-парк, это все настолько насыщенно. То есть вы тут не сидите, не просиживаете жопой, типа, возле бассейна. Ну, возможно, у вас были такие деньки, я не знаю. Вот. Но у вас реально каждый день какая-то программа, вы все вместе, это очень круто. Вот. Всем привет, меня зовут Артур. Никто не перебил. Я хотел начать... Все так просто. Я хотел начать... Все, не смешно, не перебиваем. Нереально, ребят. Реально. Короче, я хотел начать... Ну, перестаньте. Я хотел начать свой разговор с того, что, ну, как Роули отмазаться, что я ничего не думал, блядь, и думал и не придумал. Но за то время, даже когда он говорил, я не придумал. Ты придумал. Да, это только что. Вот. Если вы думаете, что я смешной, типа, что я шучу, это хуй несу. Ну, вы правильно так думаете? Так, ладно, давайте не об этом, все, успокоились. Так, смотрите, что есть хорошего? Во-первых, мне очень приятно, что меня сюда позвали в качестве человека, который будет сниматься в реалити-шоу, хотя я даже не знал, что тут реалити. Я когда приехал, честно, потому что камеры были везде, я думал, в туалете я пасу нормально. Вот, не пасал в итоге. До сих пор не сал. Вот. Ну, это очень прикольно, что вы раскрываетесь, ну, прям правда-правда, потому что раньше я воспринимал команду ИКСО чисто как картинку, не более. Это, говорю, чисто открытая и правда. И я так понял, судя по всему, вот такие движухи, так сказать, семейные, у вас проходят очень редко, это очень, как так сказать, не очень хорошо. И поэтому я хочу вас попросить, попытайтесь почаще собираться, потому что вы подрасслабились, вот. И получается нам не с кем конкурировать. Во. И это очень грустно, потому что, как сказать, мы ни с кем не конкурируем, и мы не можем двигаться дальше, потому что мы чувствуем, что мы, блядь, первые. Это, в принципе, ну, типа, такая картинка складывается. Нет, картинка. Вот, это просто говорили, но это правильно, что первым тяжелее, потому что им не с кем равняться. И когда мы поняли, что мы от всех отстали, мы перестали тоже сами расти, поэтому начните. Вы же молодцы все-таки, наверное. Вот. И я надеюсь, что вот этот день, эти дни, этот костер, эти маршмеллоу на вас повлияет. И вы начнете больше друг другом делиться даже неприятными, меньше шутить, как долбать в кругу, и снимать больше контента интересного. Из плохого шоу? Из плохого ничего не могу сказать, я вот палец обжег и спина сгорела. А так, в принципе, все круто. Я не думал, что будет здесь так круто. Вот, а открытие для меня, ну это, наверное, люди скорее, вот. Володя, реально, тут все сказали про Володю, и я также про себя подумала. Я хоть не из ИКСО, и типа там не это шуть, не это.
Ну, я тоже очень скептически относилась к тебе. Ну, типа, мы виделись пару раз на мероприятии, но мы ни разу не общались с тобой нормально. Вот чисто по пьяни Володя подбежит, там что-нибудь, мы чокнемся, я такая, ну, вроде угарно. Ну, я так всегда. И все. Но когда вот такая фигня происходит, типа, там, я тебе сказала вчера, там, Ирина Шейк, все, я такое вообще не люблю, я думаю, нафига, типа, ты это делаешь. А это само. Вот. Ну, типа, ну, ты реально прикольный чувак, типа, в Красноармейском мы бы подружились. Вот. Ну, еще, например, для меня Крис и Алиша тоже. Я никак к вам там плохо не относилась, просто мы с вами не общались. И на мероприятиях иногда вы такие, типа, на клипе Билана чисто ходили, такие, сучки. Вот, вот. А на самом деле вы очень хорошие девочки. И про кого-то я еще так подумала. И Мишель, я вообще, в принципе, никогда в жизни с этим человеком не общалась. Просто остальных я хоть как-то знала, там, следила в Инстаграме и так далее. Виделись на мероприятиях. А тут я такая бамс, и мы, считай, почти все эти дни провели. Сегодня купальники просто одинаковые надели. Знаете, синдром подружек словили сразу. Вот. Но это было круто. Только меня вот так, чтоб жирно не было. Ну, все было бы как раньше, ты помнишь, как было раньше. Но сейчас я отношусь к тебе по-другому. Реально по-другому. То есть раньше я боялась тебя потерять. Ну, всякое такое, и сейчас не боюсь. Даже сейчас не боишься потерять меня? Потому что Я боюсь тебя потерять. Я понимаю, что я тебя потеряла уже. Ты встречался с другим человеком, я тебя потеряла. Я это знаю. Это факт. Ты не думаешь, что сейчас я могу стать еще ближе к тебе, чем раньше? Типа, мне приятно все, что ты делаешь, очень приятно. И я реально в шоке от того, что ты делаешь, как бы я и на фонах говорила. У меня реально ощущение, что я тебе каждый день что-то дарю, там, я не знаю, приятно. Правда. И я не ожидала, что ты, типа, так можешь вообще. И из-за того, что я не ожидала, из-за того, что ты это никогда не делал, мне всегда кажется, что это какая-то неправда. И при этом мне кажется, что вот ты это делаешь специально. Ну, для чего? Не знаю. Ты знаешь, что я не такой человек, который, типа, для реалити я бы не стал это делать. Ну, как раз-таки ты такой человек, который для видео сам бы это делает. Смотри, да, я такой человек, который делает что-то для видео. Да, естественно, я делаю какие-то там штуки преувеличенные и так далее. Но мы все-таки реально начали снимать такую реалити, что его даже шоу назвать нельзя. И именно за счет этого мы снимаем реальную жизнь. И мы там, со Стасом такие диалоги наши там записываем, и вообще на фонах такие вещи говорим, что... Реально обо всем. Ну, то есть о чем мы говорили, о том мы и разговаривали в этот раз. И Гера сказал, я даже специально попросила надеть петли, которые никак не связаны с звукорежиссером, чтобы никто нас не слышал. И нас снимали очень издалека, то есть, чтобы вы понимали, очень издалека, я не знаю, очень далеко нас снимали. Вот. Чтобы все это было все равно более-менее личное такое. Мне незачем это делать. Почему незачем? Зачем? Для того, чтобы все нас пообсуждали как пару? Я что, Роули? Нет. У меня не было никакого никогда хайпа на отношениях. То есть мы с тобой начали встречаться и начали снимать вместе видео. Это по правде, это по-честному. Мы никогда ни с кем фейковые какие-то отношения не делали. Зачем это надо? У меня так сложилось, что с самого начала своего творческого пути, это было в 2014 году, я начал строить из себя не того, кем являюсь. Вот. То есть я насмотрелся там на каких-то а-ля крутых рэперов или еще кого-то, которые из себя строят Моргенштернов, грубо говоря. Вот. И думал, что это круто. Вот. Я думал, что чтобы добиться успеха, нужно не быть обычным добряком и честным, типа нужно ходить по головам. Якобы типа так за тобой будут больше наблюдать, ты будешь более интересен. Вот. И только спустя какое-то время, очень долгое, вот совсем недавно, я осознал для себя, что какой я был дурак, реально глупый, молодой, что так думал. И что придерживался такого стиля и образа а-ля
там какого-то, блядь, бэтбоя или там сам Сах знает. Вот. Хотя в жизни, вот с кем я близко общаюсь, я совсем не такой. Вообще совсем не такой. Вот. И сейчас вот, спустя долгое время, я пытаюсь меняться в лучшую сторону тем, что хочу быть более честен перед всеми, перед собой в первую очередь, чтобы мне не нужно было строить из себя того, кем я не являюсь. Вот. Потому что это надоедает, и это портит не только мою репутацию, а портит еще и общение с окружающими мне людьми. Когда за тебя все подготавливают, для меня это не свидание. В смысле, за меня подготавливают? Я все подготовил. Ну, не ты же это кума. Какая разница? Большая. Ев, мы с тобой весь день были. Я каждую позицию, мне вот так вот, я говорил, вот это. Мне приятно. Пледы сюда я придумал, все такое. Что? Другое. Ну, это похоже на свидание? Похоже. У тебя было со мной что-то похожее на свидание когда-нибудь? Нет. Ты рада? Нет. Но только когда я тебе в ванне устраивала с подушками и так далее, а ты, оказывается, был тогда с Ренатой это. И все равно типа согласился. Ну что, начнем с того, что я действительно очень рад, что мы все приехали в Сочи. Мы планировали это давно, еще с августа. Мы хотели полететь сначала в Турцию, мы постоянно меняли. С июля. Потом это в какой-то момент переросло в сентябрь, и вот мы здесь. Как мы сюда добирались 26 часов, как мне там сказали, что потерялся мой чемодан. В общем, было все интересно. Начнем с того, что я очень рад, что я сблизился с многими людьми, которые здесь есть. Для меня большим открытием было то, что мы очень круто познакомились со съемочной группой, вообще с ребятами, которые работали на этом проекте. Спасибо вам за атмосферу и, в принципе, вам за всю работу, которую вы делали. С нашими ребятами, которые все здесь сидят, мне искренне приятно было вас видеть здесь. Многие ребята в этой поездке для меня открылись, и я говорю об этом. Но также добавляю, что Герман с Евой в последнее время меня очень сильно разочаровали тем, что они как-то отделились от всех и ходят с каменными лицами постоянно. Мы проживаем свою жизнь, еще раз повторюсь, молодость, самое лучшее, теплое для нас время. Когда мы еще все вместе соберемся в Сочи, конечно, только во втором сезоне, но не знаю, когда это будет. Мы здесь и сейчас, нет вчера, завтра, есть только сейчас. И выделяем такое небольшое время, часик, когда можем тепло посидеть, а они страдают такой херней. Искренне приятно было получать вашу атмосферу и отдачу в каких-то приколах, шутках и какой-то командной работе, которую мы делали и постоянно общались. Бассейн. Мне очень нравилось тусить с вами в бассейне, прыгать, топить друг друга. Это действительно очень классно. Иса, Макс, дальше и Аня. С кем еще бы я могла сделать так, чтобы в один день все люди сначала выглядели такие, типа, как звезды, и это я про тусы говорю, типа, такие, вау, привет. Через пару часов, типа, там, буквально, все уже прыгают в бассейн, каждого кидают, какую-то кофту разрывают, еще что-то. Короче... Интересно, кого? Ну, короче, вот. И это так круто, что мы сначала, мы можем и вот такими казаться, и вот такими, ну, не казаться, а быть, ну, типа, в разных состояниях и даже не бояться этого. Вы очень крутые ребята. Если у нас с вами возникали когда какие-то конфликты, это, мне кажется, просто на эмоциональном фоне херня какая-то. Не обращайте на это внимания, я искренне вас люблю, честно. Что, ну, мы вместе здесь, и это вместе наша вся заслуга, это что мы здесь вместе находимся. Спасибо. Для меня большое открытие здесь, это стал Володя. Видел отношение не только команды, но и работников ко мне. Вот. И я подумал, блин, а вы очень крутые ребята на самом деле. То есть все ко мне идут и помогают мне. Например, я хочу снять ролик, быстро все подсуетились, сняли идеи, какие-то лампы там подставили. Не то, что в Хайп-хаусе, там 3 лампы было, если честно, когда там был. Вот. И я безумно рад новым знакомствам. И я приехал в Сочи снимать реалити. Я поехал на машине, как вы знаете. Я ехал 28 часов. У меня купили билет на самолет уже. Вот. Но я не захотел лететь на самолете, потому что я хотел побольше побыть с командой. Вот, я хотел проникнуться, короче. Вот, и побыть с командой, но в итоге классная поездка, Тим нас водил. Вот. Просто люди не увидели меня, люди увидели совсем другого человека. И сейчас, я уверен, многие, да все, думают, что я такой же тупой
мальчик гомофоб из Курска. Вот на самом деле это не так, и этим реалити я хотел ему доказать, что это не так. На самом деле я не хотел доказать, просто так получилось. Ну, из минусов что сказать? Но позавчера я хотел уехать отсюда нахрен. Чтобы вы понимали. У меня просто стадия была вот в 12 утра, мне накипело. Но это внутренние какие-то, я не могу рассказать вам это. Вот. И в этот момент приезжает Данил, приезжает Аня, приезжает... как тебя? Как его зовут? Андрей. Приезжает Глеб, и мы начинаем, короче... Глеб. Так никогда не было. Хорошо, что не Олег. Хорошая работа, Олег. Вот, приезжают ребята, и круто. Мне понравился вчерашний день, просто капец, как мы прыгнули в бассейн. Вот, что еще сказать? Я относился негативно, когда жил в Курске, потому что я не понимал этого. Вот, я просто не понимал этого. Как это возможно? Я приезжаю в Москву, и я просто сталкиваюсь с ними, и они мне помогают работать, помогают продвижению моей музыки, помогают всему. И я не могу к ним плохо относиться, потому что это, во-первых, я понял, что это тоже люди, которые ничем не отличаются от нас. Я давно хотел это сказать, но сейчас вот подвернулся такой момент. И я просто сейчас... Я не подхожу, например, не задираю их, никому ничего не говорю плохого про геев, а просто вот как обычные люди. Вот, но если он начнет целоваться, то я не буду целоваться. Я хочу, чтобы проект, который мы сейчас снимаем, не прошел мимо людей. Я хочу, чтобы максимальное количество людей это увидело, потому что ребята очень старались, мне Женю жалко, он ходит как зомби уже 4 дня. Просто не в себя уже. Вот, ну что сказать, мне очень нравится с вами, классно. Думаю, дальше будем развивать. Правда. Ты классный чувак. Даже если у нас иногда где-то возникали какие-то конфликты, мы там с тобой ругались и так далее, все. Мы спим вместе. И мне вообще все равно, что ты разлил даже что вино на кровать. Ты хороший чувак. Трусы и носки — это вообще отдельная история. Забудь. Ноги. Мы тебя в химчистку сдадим, это вообще все равно. Ты, короче, та тема, которая у тебя была раньше на пушке, ты казался таким быдловатым чувачком и серьезным такой, который говорит: это я Володя XXL. А тут оказался ты очень безобидный, добрый чувак, который... Короче, желаю всем добра и такой весельчак. Мне искренне приятно, что мы с тобой жили и живем. Спасибо, Володь. Ребята, которые приехали, Аня, Артур и Даня, которого здесь нет, очень приятно были с вами, очень искренне познакомиться и очень близко, потому что до этого мы там общались в тусовках. О, привет, класс, пойдем дальше пить апероль. Правда, хороший, мне очень понравилось кататься с вами на горках. Это было классно, искренне, атмосферно, очень прикольно. Спасибо, улыбашки, вы милашки. Без понятия, что между вами, но надеюсь, мы это когда-нибудь все узнаем. Вот. Пока что между ними я. Вы классные. Спасибо вам тоже, что приехали. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Вот эти 2 дня, которые мы вместе провели. Хотелось бы, чтобы некоторые больше с нами какого-то времени проводили. Тот же Герман, Ева в последнее время куда-то пропадали очень сильно. Но хочется какой-то больше командности в этом всем. Вот, чтобы мы были как одно целое, потому что иногда все разделяется на какие-то компашки, и это не всегда good. Мне действительно, я, откидываю всю негативную херню, которая была, и какие-то у нас ссоры, конфликты между нами. Спасибо просто каждому, кто здесь был. Вот, я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Не знаю, что тебе тяжело. Я правда хочу, чтобы у нас все было хорошо. Слышишь? Я даже не ожидала, что это случится, и мне настолько стало легче после того, что произошло, потому что вы знаете, что я знала этот секрет. Я просто не могла его в себе держать так долго, мне от этого было очень плохо, и поэтому я очень рада, что это наконец-то случилось, и что у меня прям камень с души. Потом, во время поездки и вообще всего времени меня в ИКСО, я очень много на кого обижалась из-за чего-то. Ну, не то, что обижалась, а держала какой-то негатив в себе из-за некоторых ситуаций, которые происходили. Но в этой поездке у меня произошло много всяких разных вещей в семье, о которых вы не знаете, потому что я вам не рассказывала. Я поняла, что, это настолько мелочи, то, на что мы держим зло или еще что-то. Это даже не сравнится с тем, что
еще может быть в жизни. И вот последние 2 дня мне прям так хорошо, потому что я это осознала, и я прям всех так сильно полюбила, как будто бы ничего плохого никогда и не было. Меня хотели... Маша взяла мне билет в Москву, вот, но... Ну, короче. Ну, я не особо люблю говорить, когда много людей. Вот, для меня это как-то стрёмно, но вот, когда мы там все сидели и говорили, мне как-то было, спокойно, потому что это все люди, с которыми я уже достаточно долгое время нахожусь. Я люблю Машу Рири. Нет, правда, я же не улетела, все нормально. Вот, просто... у меня было такое, что у меня загорел пукан, и я послала ее на... Вот, но я не хотела этого делать, потому что... Послала ее? Да, послала. И меня. И Степу. Потому что плакала, ко мне пришла. Потом снова послала нас, когда сидел за столом. Да, самое главное, когда сказала, я больше никого не буду слать. Что-то кто-то говорит, да иди на... Ну это случайно. Типа... Вот, и даже Степа говорит то, что... Вот я так говорю, и мне на Степу, на Машу, на то, что они мне делают, но то, что я говорю, это не значит, что я чувствую. Вот, и, конечно же, я уважаю всех, и, опять же таки, я никого не хотела обидеть, вот. Это из такого, не очень. Вот, из хорошего. Реально, это не шоу, а это вот действительно, что происходит. То, что мы показываем все как есть. То есть тут вот как происходит наша жизнь, так вы это и видите. И я думаю, что это будет просто самое крутое шоу. Нет, самое крутое реалити, которое... ни у кого такого реалити не будет офигенного, потому что тут все вот так вот показывается просто. И я надеюсь, что люди поймут, как-то узнают ближе нас. И, типа, когда мне прислал голосовой Герман тоже. Да, Хорошо, что мне не писал. Очень много тиктокеров, а у меня на этот момент было 57 тысяч, и, Ничего не поменялось. это странно. Нет, просто я... Короче, вот, и сейчас я очень рада, потому что очень много знакомств мне... Короче, я счастлива, да. Вот. Из открытий вы в своей жизни ничего не боялись, чтобы вы жили в свое удовольствие. И если вы о чем-то мечтаете, если вы чего-то хотите, то вы обязательно этого добьетесь. Главное — верить и что-то для этого делать, чтобы у вас все сложилось именно так, как вы захотите. И просто я вам советую прожить эту жизнь с кайфом. Всех люблю. я, опять же таки, про Володю XXL, я хотела сказать, и про Ису, да. Сначала я думала, что Володя какой-то конченый, реально. Ну реально, я вообще не думала, что я буду общаться с Володей. Вот, Тим начал первым говорить, какой хороший, я такой думаю, окей, ладно. Тим мой друг, окей. Потом, по-моему, кто-то начал еще говорить, Вова, мне так понравился. Третий человек начал говорить. И я понимаю, как мне становится неловко. Я понимаю, что, почему. Я вообще не ожидал такого. На самом деле, я боялся идти на это мероприятие. Иногда я не вывожу разговоры в компаниях. Просто-напросто. Я могу потеряться. Все говорят, какой офигенный, какой классный. Вот, но когда мы приехали в Сочи, то мы начали уже, я бы сказала, реально хорошо общаться. Вот, я очень рада. Он все сделал для того, чтобы быть со мной. Он это говорил сегодня в кафе при всех очень много раз. О том, что он старался, чтобы мне это понравилось, о том, что он хотел, чтобы это было свиданием. Все очень мило. Мне кажется, все это будет видно на том, что сняли. Не думала, что так сделал. Это же не ты сделал. В смысле, не я? Гер, одно дело, когда ты бы это все сам организовал и без камеры позвал бы меня и так далее. Так я так сделал обязательно. Тогда я тебе скажу. Сейчас это не ты сделал. Это не ты все покупал лично. Ев, это лично моя полностью идея. Никто мне этого не говорил лично сделать. не ты покупал, Гер. Для меня это очень Ев, мы с тобой целый день сегодня вместе вдвоем. У меня даже не было ни секунды, чтобы заехать.
Я очень хотел это сделать в каждый момент. И это купили только что, потому что у меня не было ни секунды. Понимаешь? У меня не было ни одной секундочки. Без тебя. Мы все время весь день с тобой вместе проводим. Нет, реально, если мы дома даже иногда не можем все вместе собраться, то в каком-то другом городе это вообще просто полный аут. Хочу сказать всем спасибо. Спасибо за мои новые ощущения, которые я приобрела вместе с вами. Абсолютно новые вещи, чувства, понятия вот у меня поменялись вместе с вами. И это очень круто. Я ни от кого не устала, кого-то узнала больше, и это просто невероятно. Из плохого, мы не всегда так живем. Мы вообще немного ссоримся, у нас полный мир, дружба, жвачка, а тут что-то вот пошло наперекосяк, но это нормально. Контент, так сказать. Вот, а мое открытие, да, не открытие, я всегда это знала, но больше убедилась в этом, то, что я реально удачлива. Ведь я сижу рядом с вами сейчас. И это, не передать словами. Как все поменялось в один миг за 2 дня полгода назад. Я сидела в Севастополе, мне пришло голосовое. А второе... Он мне их записывал, я говорю, Гер, записывай голосовые, это дружнее. Я выхожу с батутного центра. Оно закончила, я хочу еще. Будет 2-й сезон, я очень на это надеюсь. Пока что грустно, я еще хочу. Мало было, очень мало. Вы вообще еще, мне кажется, вы ничего еще не успели понять. Типа, если бы я была зрителем, я подумала, а в итоге-то ничего не понятно. Что тут случилось, там случилось, а уже конец. А что в итоге-то? Потому что, мне кажется, мы еще не успели показать себя. Реально, многие не успели себя показать. И мы есть на самом деле. Я уверена, что скоро будет 2-й сезон, и мы перед вами больше раскроемся. Было мало, признайтесь, вы хотели бы еще. Ты приедешь или нет? Да? Ну все тогда. Записывает видео моей маме. Мама Кристины, не волнуйтесь, мы не педофилы, все хорошо. Мама такая, ну ладно, да. Поверила. И теперь я здесь. Вот, спасибо вам огромное за это. Я вас очень сильно люблю. Здесь везде моя душа. Посмотри, что я тебе подготовил. Мне приятно. Просто тебе говорю, что это важно. Мне очень приятно. Мне очень приятно. Правда приятно. Я говорю, что это важно для меня. Мои отношения с Герой сейчас дружеские, и мне очень приятно, что он уделяет мне внимание, мне приятно, что он делает мне подарки, не дешевые подарки. Приятно, что дарит цветы, которые не дарил раньше. Приятно, что вообще, в принципе, уделяет какое-то внимание и время, что тоже не делал раньше. Но я начну с плохого, что, конечно же, для меня и является хорошим, потому что это опыт. Все плохое, это все равно важно, все равно в жизни. Не так я себе представляла, конечно, начало всего этого реалити, потому что оно было очень неожиданное и неприятное, но я считаю, что это все равно опыт, и я рада, что это случилось, и я рада, что вокруг были, наверное, все вы, что я могла обратиться за помощью, но не обращалась, Но все равно, что была возможность пообщаться, поговорить со всеми и так далее. Это, наверное, было самое плохое для меня, что случилось в начале, но также оно стало и хорошим, потому что очень... это как следующий уровень, в жизни. Дальше самое плохое, что произошло, это по дороге сюда... лопнуло колесо моей машины, да, для меня это очень плохо, потому что это моя машина, я очень переживала, я очень люблю свою машину, и я реально очень переживала, и сейчас переживаю, потому что мы до сих пор не заменили колесо, и нам нужно ехать обратно в Москву, и я не знаю, надо это сделать. Хорошее, много хорошего, много чего я осознала за эту поездку, и я думаю, что это еще не конец того, чего я узнаю, осознаю, научусь. Просто... Наверное, действительно, все, что происходит в жизни, оно происходит не просто так, и из всего нужно извлекать урок. Наверное, я немножечко жалею, что мы все это снимаем, в плане,
что настолько много как будто грязи. Я лично говорю про свою ситуацию. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо, но я много раз задумалась о том, стоит ли это вообще снимать, и стоит ли обо всем рассказывать, настолько, как рассказываю я. Но все плохое когда-то становится хорошим, потому что проходит время, поэтому, наверное, это и хорошо. Я снималась в 6 сезонах, и все равно я не показывала себя такой, какой я есть на самом деле. То есть все равно я была другой. Мне кажется, оставаться самим собой — это очень важно, и поэтому я бы хотела пожелать всем, кто смотрит нас, оставаться самим собой, не бояться показывать себя настоящим, потому что это ты такой. Вот, и в этом нет ничего плохого. Нет плохих, нет хороших людей. Обычно я слушаю звукорежиссера, и специально делаете. Я заметила, я обратила внимание, что другие петли. Специально другие... Господи, что они орут-то? Специально делаю другие петли, чтобы никто их не слушал. Я обратила внимание на это, спасибо. Ты что-то хочешь узнать? А это кто? Знаю, что тебя выдает твой недопитый бокал. А может, пора уже... У меня петля! У меня петля! У меня петля! До тебя до сих пор не дошло. Ты сегодня завышаешь планку, вывернула меня наизнанку. Теперь нужен я лимба. Ты играешь не по рангу, и бокал полный ксов. Она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб. Ева, Да, наш чё орёшь реалити ты? подходит к концу. Чё орёшь? Чё орёшь? Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Я уже тебя не понимал, ты ходила очень далеко. Я чувствую твой перегар. Спасибо. И походу тебе очень хорошо. Нажми на плей, я сохранил ту ночь, чтобы ты не забывала, как. Мне кажется, надо собрать нарезку со всех моментов, где едут поезда. Это будет реально, блин, надо сказать, что мы на монтаже оставили именно моменты с поездами. Это такой угар, прикинь. 10 тысяч раз. И все такие, знаешь, с такими лицами. Что такой длинный? Прям такой длинный. Ее бокал полный ксов. Она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб. Вот это слово реалити называется. Просто записали мою жизнь. Как я купался в бассейне, как я вот это делал, как прыгал. И мне просто хочется посмотреть на себя со стороны, как я веду себя, например, вот в жизни. Мы просто сменили локацию нашей жизни и поселились в такой небольшой лагерь на это время. Я искренне ничего не буду говорить лишнего, ничего не буду, в принципе, не говорить, потому что это все равно мои воспоминания. Я просто хочу сказать спасибо. Хочу сказать спасибо всем ребятам, кто был здесь. Вы добрые. Вы каждый друг от друга как-то зависите и мысленно, не то что там в каких-то других планах. Вы просто от каждого друг друга зависите, но вы все абсолютно разные. Вы кайфуете, у вас разные характеры, вы ссоритесь, но все равно между нами прогорает какая-то искра, и вы без вопросов. Я думаю, мы еще много вместе сделаем. Спасибо. Спасибо за сезон. Это было классно. Спасибо тебе.